Это видео будет полезно для тех, у кого не получаются тонкие блинчики на глаз, и хотел бы разобраться, в чем проблема. Готовить блинчики буду по самому простому базовому рецепту из общепита 80-х годов. И заодно проверю пригодность этого рецепта, так как многие, кто сталкивался с ним, утверждают, что он не рабочий, пропорции неправильные и блин рвется на сковороде. Хотя сам рецепт разработан в НИИ общественного питания. И как мне кажется, этот рецепт довольно сбалансированный по вкусу и питательным веществам. Там нет ничего лишнего, только мука, молоко, вода, яйца, соль да сахар. А начну я с муки, так как это самый важный ингредиент. От ее географии и качества зависит настоящий пшеничный вкус блина. Муку я просеиваю по настроению. Это как бы насыщает ее воздухом, лучше все смешивается и меньше комков, но я разницы не заметил. Для более нежных и менее плотных блинчиков нужна мягкая мука мелкого помола. Важен также белок, и чем его больше, тем эластичнее и более упругие блинчики. Тут уже кто какие больше любит. Но с другой стороны, чем меньше белка, тем рыхлее и нежнее блинчики. Но тяжелее их перевернуть и выше риск, что порвутся. Сам рецепт рассчитан на сухую муку. И нужно учитывать, что влажность периодически прыгает. Сухая мука, сжатая в руке, после разжатия должна рассыпаться, иначе надо уменьшить количество жидкости. Также и соль. Критически важна. Без нее вкус будет плоским, цвет бледным и выше риск порваться, так как соль помогает держать тесто в тонусе. А вот сахар – очень коварный ингредиент. Он ворует воду у крахмала и глютена, которую они собирали для эластичных и не рвущихся блинчиков. И потом этот сахар, растворяясь, превращается в сироп и разжижает тесто. Блинчики тогда рискуют остаться сырыми внутри и подгореть. Тут важен баланс. И сахар добавлять не для сладости, а по минимуму. Только для слегка карамельного цвета и более нежной текстуры. Последовательность закладки ингредиентов при взбивании миксером не критична. Главное не делать это долго и интенсивно, что приведет к развитию клейковины и резиновым блинчикам. А вот вручную, для однородного смешивания, жидкость добавляется в муку, а не наоборот. Так проще контролировать густоту теста. И сначала идет молоко, а не вода. И не комнатная температура, а именно из холодильника. Это связано с тем, что плазма молока окружена жиром, а жир обволакивает частички муки, тем самым уменьшая слипание и образование комков. А холодная, потому что мука – это по сути крахмал и белок. И в более теплой среде они активнее связываются и образовывают те же комки. Молоко у меня средней жирности, с ним вкус более такой чистый, пшеничный. А на жирном молоке этот вкус теряется и преобладает сливочный. Из-за жирного молока быстрее подгорают и рвутся, но зато более мягкие, менее резиновые и дольше сохраняют свежесть. С яйцами чуть сложнее. Если их за много, то появляется привкус омлета и более резиновые из-за белка. Если коротко, то можно и нужно всегда добавлять хотя бы только желток. Он является эмульгатором теста, объединяя жиры и воду в стабильную пластичную суспензию. В то же время яичный белок является заменителем белка муки и добавляют его в тех случаях, когда блинчики готовятся на слабой или безглютеновой муке. Ну а раньше белок еще добавляли по ГОСТу из-за его высокой питательной ценности. Если я делаю тесто с вечера и жарю блинчики на следующий день, то использую воду комнатной температуры. А если мне нужны блинчики срочно и нет времени ждать развития клейковины, то использую кипяток. Кипяток как катализатор нагревает тесто примерно до 45-50 градусов и ускоряет процесс развития клейковины и набухания крахмала. Оба этих метода рабочие и основаны на исследованиях и приводят к максимальной гидратации муки, делая блинчики более мягкими и ажурными, но и в то же время более эластичными и максимально тонкими. Спустя время тесто станет более густым, и по усмотрению можно его разбавить водой или молоком. Чем жиже тесто, тем тоньше блинчики и больше пузырики, но могут развалиться. Для эксперимента я еще замешаю несколько видов разного теста на основе все того же базового рецепта, заменив один из ингредиентов, чтобы увидеть и понять, как они повлияют на изменение текстуры, цвета и вкуса блинчиков. Первым делом пожарю блинчики по оригинальному рецепту, без выдержки времени, то есть жарю сразу, как только замешал тесто. Пористости и дырочек особо нет. Блин, вижу, не прилипает, переворачивается без лопатки и надулся как лаваш. Это значит, глютен очень напряжен. Готовый блинчик более толстый, чем должен быть, и упругий. А пятна далматинца значит, что глютен не успел расслабиться и напитаться водой. По оригинальному рецепту с выдержкой 12 часов блинчик уже получается с крупными дырочками и более тонким. Слегка прилип по краям, но настолько тонкий и нежный, что возможно перевернуть его только руками.
Цвет более бледный, так как глютен насыщен водой. Хотя при переворачивании вторая сторона получается более румяной, так как глютен уже отдал часть влаги и лучше запекается. А готовый блинчик получается прозрачный, с дырочками, мягкий и эластичный. Это говорит о полностью расслабленном глютене. Блинчик на кипятке также с дырочками и не прилипает даже по краям. Но все равно настолько тонкий и мягкий, что возможно перевернуть только руками. На остальной сковороде жарится отлично и не прилипают. Ажур более крупный и волнистый. А на чугунной сковородке еще лучше. Самый равномерный и красивый загар. И ажур еще крупнее и более волнистый. Блинчики получаются такие же мягкие и эластичные, а хрустящие края можно смазать сливочным маслом. Блинчик на дрожжах получается не только дырявым, но и воздушно-пористым внутри. Это приводит его к практически моментальному высушиванию. А коричневым он сразу стал из-за реакции дрожжей и аминокислот. Зато много довольно крупных и выраженных дырочек. Конечно, прилипает по краям, но легко переворачивается лопаткой. А получился он супер тонкий и хрустящий. Но надо смазывать маслом или хотя бы оставить упреть. Он тогда размягчится. Для блинчиков на пиве я добавил пиво непосредственно перед жаркой. Получился такой же объемный и пористый внутри, но дырочки мельче, чем в дрожжевом. А по краям он практически не прилипает и легко переворачивается. Ну а цвет получился менее коричневым, чем в дрожжевом. И готовый блинчик более сухой, хрустящий и не такой эластичный. Его надо обязательно смазать маслом, но как постоит, становится более мягким. Для блинчиков на минералке я тоже добавил непосредственно перед жаркой. Блинчик получился очень тонким и мелкопористым. Из-за этого он моментально пожарился, высох и скукожился. Переворачивался он, конечно, без проблем, но чтобы как-то сделать его мягче, я добавил растопленное масло прямо в тесто. И он стал более поджаристым, но не менее сухим. Этот блинчик получился самый сухой среди всех. Я смазал маслом и оставил упреть, но он все равно практически таким сухим и остался. Тесто на кефире получается более густое за счет белка кефира, но лучше жижи не делать, могут порваться. Дырочек, конечно, получилось меньше, но они крупнее. Совсем слегка прилипают края, но переворачивать лучше руками. Они настолько нежные и тонкие, что легко могут порваться. Блинчики получаются с таким творожным ароматом, а характерные пятна далматинца — это благодаря кефиру. Это опять блинчики на кефире, только еще добавил соды. Блинчик получается довольно тонким, пористым и воздушным, как и на дрожжах, только более мягкий и не такой сухой. Не прилипает, отлично переворачивается. Цвет более темный из-за реакции соды. Готовый блинчик более сухой, чем просто на кефире, но лучше, чем на дрожжах. В общем, из всех сильно пористых это самый лучший по текстуре. Ну и последний блинчик я жарил на хлебной муке. Мука попалась плохого качества, скорее всего на улучшителях, так как спустя 12 часов тесто стало наоборот очень жидким, а сам блинчик прилипает и тяжело перевернуть, рвется даже в руках. Также очень долго образовывался румян, в итоге вышел суховатым и тяжелым. Блинчики максимально вкусные и нежные с пылу жару, но спустя 6 часов я их повторно решил разогреть, чтобы проверить, как долго они сохраняют свою свежесть. Оригинальный блинчик остался таким же мягким, но более тягучим, а вкус у него яркий, пшеничный. Блинчик на кипятке такой же мягкий, но менее тягучий, чем оригинальный. Зато чувствовался легкий привкус вареной муки, похожий, знаете, на такой белый соус бешамель. Блинчик на дрожжах тягучий и более сухой, особенно по краям. Без смазки масла не обойтись. Ну и вкус что-то между хлебом и оладьями. Блинчик на пиве суше, чем на дрожжах, а вкус такой, знаете, специфический. Я бы сказал, как кляр для рыбы. Блинчик на минералке невозможно оценить. Это сухарь. Даже масло в тесте не помогло. Тут надо его делать более густым и толстым, или время выдержки сократить, и желтков добавить. Блинчик на кефире самый мягкий, нежный и ароматный, со вкусом творога и легкой кислинкой, а текстура такая у него жевательная, как мягкий сыр. Блинчик на кефире с содой получился более сухой и более соленый за счет соды, так что не лишним будет сократить количество соли. А вкус, как у кексов на соде. А вот творожный аромат и вкус, к сожалению, пропали.
Блинчик на хлебной муке получился плотный и тяжелый. На вкус, что странно, довольно сладкий и крахмалистый. Я предполагаю, что это типа крутая хлебная мука, напичкана улучшителями для повышения хлебопекарных свойств. Оттуда и такие перекосы в качестве. Оригинальные блинчики, пожаренные сразу, без выдержки времени, удивили, как они из резиновых лавашей со временем стали самыми мягкими и нежными. Единственное, что толкнуло, это привкус сырой муки. Для себя, как самые вкусные и лучшие по текстуре блинчики, я выбрал по оригинальному рецепту. И те, что на кефире, ароматные, с творожной кислинкой. Хотя на кипятке тоже были супер, но единственное толкнул легкий привкус вареной муки. А вот моим детям больше по душе пришлись блинчики, которые я сразу жарил после замеса, так как в них практически нет дырочек и жидкая начинка не просачивается. В общем, этот базовый рецепт однозначно рабочий и можно спокойно менять под свои вкусовые предпочтения. Но советую за раз менять или добавлять не более одного ингредиента, чтобы точно знать и понять влияние этого ингредиента на вкус, текстуру, цвет и аромат. Еще надо помнить про разную влажность ингредиентов, и это нужно учитывать при изменении типа жидкостей и пропорции к муке. Для супертонких и пористых блинчиков главное — это выдержать время, либо залить кипятком, и поймать ту предельную грань густоты теста, когда блинчики уже переворачиваются с трудом. И помнить, что переизбыток сахара и жиров в виде масла и яиц, а также видоизмененный белок, как в кисломолочке, приводит к настолько нежной текстуре, что их невозможно перевернуть, даже если блин будет более толстым. И если все равно блинчики рвутся, то однозначно меняйте муку, пока не найдете ту самую. Между прочим, именно из-за муки у меня часто идут перекосы в качестве и вкусе любых мучных изделий. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь в комментарии вашим опытом приготовления всеми любимых блинчиков. Всего хорошего.